Приветик, ребята! Мы с вами находимся в тренажерном зале, и сегодня уже последняя тренировочка из моего комплекса сплит-тренировок на мышечную массу. У нас остается ягодицы и пресс, так что сегодня мы приступаем именно к тренировке этой части тела. Ягодицы я буду упорно тренировать, то есть на мышечную массу, на прирост мышц и объемов в этих местах. Ну а пресс я буду просто поддерживать в тонусе. Так что давайте начнем тренировку. Так, ну что, начну я свою тренировку, естественно, с разминки. Начинаю, как обычно, с головы до пят. Сначала шея. И больше упор сделаю на ягодицы и на разминку пресса. Так, ну что, мы отлично размялись и теперь приступим к нашим главным упражнениям. Сейчас я буду выполнять упражнения на пресс и буду их выполнять попеременно. Сначала буду делать один подход к одному упражнению, потом второй подход к другому упражнению. Моя цель в этих упражнениях на пресс просто поддержание тонуса моих мышц. Так что давайте начнем. Так, и первое упражнение у меня будет скручивание на скамье. Это самое простое упражнение, но я действительно здесь хорошо чувствую свой пресс. И главное, что я себе буду ставить такой очень крутой угол. В этом упражнении нет смысла выполнять мало повторений, особенно если вы работаете без дополнительного веса. Так что я в первом подходе буду делать 25 повторов, но после этого сразу же я буду делать косые скручивания 10 раз. 10 раз, потому что я не хочу слишком много внимания уделять косым мышцам пресса. Вы знаете почему, я уже много раз говорила, чтобы не потерять свою талию. Опять же, так, я ставлю руки себе за голову и плавно опускаюсь. Спина у меня не касается скамьи. У меня постоянно пресс напряжение. Опустилась, округляю спину и делаем выдох, поднимаем себя. Видите, спинка округляется, плечи идут как бы внутрь немножко. Но опять же, слишком вперед не выдвигайтесь, чтобы нагрузка с пресса не уходила. Опустились, выдох. И теперь косые скручивания. Локоть уходит к колену. Опускаемся плавно в другую сторону. Выдох. Так, отлично. Теперь сразу же я иду к поднятию ног в упоре. И сразу же работаю на нижний пресс. Здесь в этом упражнении важно, чтобы локти плотно упирались в поверхность и ни в коем случае не свисали. Обычно ошибки бывают такие, что вы кладете локти, да, и вот так вот провисаете. То есть у вас сразу же шея пропадает, и вы просто свисаете, да. То есть весь упор делаем на локти и держим весь свой корпус. Спина плотно прилегает к седлушке. И на выдохе поднимаем ноги, останавливаем их в точке, не заводим назад, то есть чтобы не было мотыляния ног туда-обратно, вы должны постоянно чувствовать свой пресс. Иначе просто нагрузка пропадает и упражнение становится бессмысленным. Все равно, что вы, допустим, делаете 30 раз, а рабочих выходит где-то 15. Поэтому это просто нет смысла. Пресс работает тогда, когда вы уже добиваетесь какого-то пика в упражнении, когда уже начинает печь, вот реально. Поэтому старайтесь каждый раз сделать качественно. И поехали. Выдох. Медленно опускаем. Фу, отлично. На этом упражнении я делаю 20 подходов и опять бегу к
следующему упражнению моему. Возвращаюсь и делаю то же самое. 25 повторов и 10 косых скручиваний. Так, ну что, мы закончили с этими двумя упражнениями на пресс. Пресс я делаю в начале тренировки в любом случае, потому что дальше у меня войдут только ягодицы, а когда работают ягодицы, работают мышцы нашего кора, мышцы пресса, мышцы спины в некотором случае. Поэтому важно, чтобы вот эта вся основа была уже столбом, да, чтобы она была более активной, когда мы приступим к тренировкам на ягодицы. Так, ну что, мы приступаем к следующему упражнению, и это будет у меня выпады по залу, но не совсем обычные. Я уже здесь себе приготовила вес. У меня будет 4 подхода, как вы видите. Первый подход у меня будет с 3 килограммами, гантели 2 по 3 килограмма, потом по 4 килограмма, потом по 5, и потом у меня будет штанга, здесь 2 блина по 5 килограмм. Первые 3 подхода именно с гантелями я буду выполнять с подъемами ноги наверх. Сейчас я вам покажу, что я имею в виду. То есть мы сейчас будем задействовать ягодицы, ноги в любом случае будут работать, потому что это выпады, и выпады у меня будут по залу, то есть я буду именно шагать туда-обратно. Так что давайте, наверное, начнем сразу же. Так, я беру гантели, становлюсь ровно, спина прямая и делаю сразу же изначально широкий шаг. Чем шире шаг, тем больше включается в работу ягодицы. Чем уже вы будете делать шаг, вот такие маленькие шажки, но опять же следите за вашим коленом. Чем уже такой шаг, тем больше в работу включаются именно квадрицепсы. Наша цель ягодицы, поэтому я делаю широкий выпад. Спина прямая, делаем выпад. Второе колено не касается к полу, оно на весу. И с этого положения я встаю на опорную ногу, упираясь пяткой, я встаю и поднимаю ногу наверх. Ну, в шаге это будет, естественно, красивее смотреться. То есть я поднимаю, и у меня включается в работу ягодица. Следующий выпад. Вторая нога. Опустили, выпад, подняли ногу. И вот так вот шагаем. Раз. Так, на штанге у меня последний подходик, и мне будет тяжело поднимать ногу, поэтому я просто буду делать выпады. Главное здесь спинку держать ровной и опять же следить за вашим коленом. И шаг, естественно, делаем как можно шире. Держим главное равновесие и сразу же выпад становимся.
Так, ну что, с выпадами закончили, и после отдыха где-то минуты я приступаю к следующему упражнению. Следующее упражнение будет именно на проработку ягодиц, а именно той поверхности, где у нас идет переход от бицепса бедра к ягодице, там, где нужно именно приподнять попу. Поэтому это суперское просто упражнение, и его, наверное, должны все попробовать. Для этого вам нужна Смит-машина и какая-то возвышенность. В данном случае у меня это степ-платформа. Может быть, если Смит хорошо, высоко поднимается, то это может быть какая-то скамья, но на нее положите какой-то коврик, чтобы ничего не заляпать ногами. Поэтому что мы будем делать? Я становлюсь одной ногой. Работает одна нога. Поэтому в первых двух подходах мне не нужен будет никакой вес, потому что и так будет очень сложно. Я становлюсь одной ногой на степ-платформу посередине, ныряю под гриф. Гриф у меня ложится на трапеции. И теперь смотрите, ножка выступает чуть-чуть вперед. И нужно следить, когда мы будем опускаться вниз. Вот видите, я сейчас как бы опускаюсь вниз, и колено мое опять же ровное. Нет такого острого угла. Следите, очень важно за коленом. И весь упор делаем на пятку. Если вы упираетесь на пятку, включается ваша ягодица. Если вы упираетесь носком, ягодица выключается, и просто нет такой серьезной нагрузки на ягодицы. Поэтому мы снимаем гриф со стоек. И смотрите, вторая нога у меня на весу, она вообще никак не задействована. Я опускаюсь максимально низко. Выдох. Опускаемся. Выдох. И толкайтесь именно пяткой. Получается, что упражнение действительно очень сложное, и когда толкаетесь одной ногой, если вот реально очень тяжело себя поднять, можете немножечко отталкивать себя этой ногой, которая на весу. Главное вам плавно опуститься, и, конечно, очень постарайтесь подняться без помощи этой ноги. Но в последних подходах это действительно спасает, им надо делать последние повторы. Я добавлю немножко веса. Тут маленькие блинчики, они, конечно, сильно не повлияют, но все равно уже будет хотя бы немножко сложнее делать. Ну что, мы приступаем к следующему упражнению, и это будет отведение ноги в кроссовере. Для этого мне понадобится вот такая вот лямка для тяги с таким крючком. Это очень удобно, и в этом упражнении я просто замечательно чувствую ягодицы. Так что эту лямку мы закрепляем себе на голени. Главное прочно это действительно сделать. И вот этим крючком мы цепляемся к самому блочному тренажеру. Для первого подхода мы работаем на 2 ноги, не забываем. Я ставлю 15 килограмм и потом продвигаюсь ниже и ниже, большим килограммом. Так что здесь важно держаться за поручни, чтобы руки были прямые. И на этих прямых ногах мы ровно становимся. Корпусом мы не шатаемся. Работает нога и работают ягодицы. Поэтому важно именно прочувствовать эту зону, а не качаться корпусом. Теперь мы натягиваем ножку. Она у нас не кладется на пол, она у нас постоянно в висячем положении. Мы максимально назад ее отводим и здесь сжимаем ягодицы. Носок натянули, возвращаем. Выдох, вдох. Колено немножечко согнуто.
Так, в следующем подходе я увеличиваю вес. Уже это будет 20 килограмм. И будет примерно 20 повторов на каждую ногу. С этим упражнением у нас покончено. И немножечко отдохнув, где-то минутку, я готовлю сразу же все для следующего упражнения и переходим сразу же к нему. Так, для следующего упражнения нам понадобится 2 скамьи, и мы сейчас будем делать очень такое эффективное упражнение, опять же на ягодицы. Мы ложимся на лопатки, одну ногу ставим в упоре на пятку на скамью напротив вас. Смотрите, чтобы расстояние было такое, чтобы угол в колене, опять же, следите за ним, да? Вторая у нас нога на весу. Итак, упираемся плотно и голову тоже ложим на скамью. Руки можно положить на бедра. И теперь смотрите, таз поднимается как можно выше, то есть наше тело становится в ровную линию. И здесь мы хорошо сжимаем именно эту ягодицу на рабочей ноге. Опускаемся, выдох. Опустились, выдох. Так, на каждую ногу я сделаю в первом подходе 25 раз, а потом будут использоваться эти блинчики. Это в упоре, не забываем, что на пятке, а вторая на весу. В общем, вот так вот у меня на каждую ногу, то есть 2 ноги, это один подход считается. И вот таких подходов без веса я сделаю 2. И потом же 3-й у меня подход будет с 5 килограммами и 4-й, последний блинчик 10 килограмм. Но в этих подходах я буду уже стоять на 2 ногах вместе. Ну что, ребят, в принципе, вот и вся моя тренировочка на ягодицы и на пресс. Я очень надеюсь, что вам понравятся мои упражнения, и вы их обязательно попробуйте включить в свою тренировочную программу. Также обязательно проверяйте мой дневник питания, как я питаюсь в этот период, на период набора мышечной массы. Так что, если вам понравился такой тип тренировок, вообще такая идея съемок видео в тренажерном зале, обязательно дайте мне об этом знать в комментариях, и мы увидимся с вами в следующих видео. Всем удачи, пока-пока!